Всем привет-привет! Всем привет-привет! Здравствуйте, здравствуйте, девочки! Скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно? Сегодня я буду использовать другой микрофон. Не знаю, вот что получится со звуком, поэтому буду рада, если вы как-то отреагируете и напишите, все ли хорошо со звуком или до этого было лучше. Просто многие девочки писали о том, что как-то плохо слышно. Именно в прямых эфирах. То есть видео, звук вроде как нормальный, а вот именно в прямых эфирах со звуком что-то как-то не так. Поэтому, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Ну, видно, собственно. Если у вас вдруг что-то с качеством видео не очень хорошо, то можно изменить настройки. В правом верхнем углу 3 точечки, и там качество видео можно выбрать другое и, соответственно, максимальное разрешение, то, которое предложит вам YouTube непосредственно. Там картинка станет более такой четкой, ясной. Всем привет-привет! Сегодня прямой эфир будет в формате, я буду с вами беседовать непосредственно о сложности. Тема сегодня, на мой взгляд, довольно интересная. Это именно онлайн-курсы. Я хотела бы затронуть эту тему не просто так. Чуть позже расскажу вам свою историю. И, конечно же, мне безумно интересно знать ваше мнение о онлайн-курсах. Может быть, поделитесь своим опытом в комментариях. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Помогли ли вам онлайн-курсы? Когда-либо вы сталкивались с онлайн-курсами? Ну, действительно ли стоило это того? И, ну, скажем так, или же вы все-таки считаете, что онлайн-курсы это никак и ни о чем, никаких знаний, никакого опыта это не дает, и лучше все-таки непосредственно какие-то такие курсы проходить, которые проходит уже с преподавателем вживую. Вероника, здравствуйте. Вероника Прелестная, здравствуйте. Почитаю, поздороваемся, как говорится. Неос Корнер Кайра. Это Ксюша у нас. Здравствуйте, Ксюша. Спасибо большое, что заглянули на прямой эфир. Это тоже блогер, нейл-блогер. Ксюша у нас из Каира. Очень интересные видео. Пожалуйста, проходите, смотрите на ее видео. У Ксюши свой канал на ютубе. Катка красивая, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас также видеть. Вас отлично слышно. Спасибо большое, спасибо, что ответили. Так, Элла Мельцер. Мац, не знаю, простите, пожалуйста, если я как-то неправильно читаю ваши ники, я очень сильно извиняюсь. Здравствуйте, Элла. Все отлично, спасибо большое. Валентина Степанова. Все хорошо слышно и видно. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Валентина. Елена Мюнхен. Добрый день, Елена. Елена Мюнхен тоже блогер. Также есть канал на ютубе. Очень приятно, что, Леночка, вы меня тоже поддерживаете в прямых эфирах. Ирина Скепко. Ирину я даже уже, можно сказать, знаю по аватарке. Очень рада, что вы заглянули на прямой эфир. Можно на «ты». Да, конечно, вам все можно, пожалуйста, на «ты» просто. Это у меня такое внутреннее. Итак, тема
тема именно Алин Иванова. Здравствуйте, Алин, здравствуйте. Девочки, всем привет. Итак, сначала хочу рассказать вам свою историю. И не знаю, может быть, кто-то согласится со мной, кто-то нет. Тем не менее, это будет исключительно мое мнение, мой опыт. И, собственно, я всегда рада прислушаться к другому мнению, послушать, почитать какие-то истории жизненные других людей. Для меня это всегда очень познавательно и очень интересно. Моя история. Я самоучка. Изначально, ну, знаете, как самоучка. Я очень любила длинные ногти в молодости. Вот. И, конечно же, я посещала ногтевые салоны. Соответственно, я очень долго искала своего мастера, потому что всегда ну, я не уходила просто без ран. У меня близко расположены капилляры, поэтому постоянно, и это, знаете, это заживает очень долго иногда, то есть там неделя, две, и то есть приходишь на следующий маникюр, и все по новой, и то есть это было даже доходило до того, что у меня просто от одной процедуры до другой процедуры ранки не заживали, то есть было даже до такого, хотя, в принципе, я была молодая, регенерация там и все такое прочее, но, тем не менее, вот такие глубокие были раны. И в итоге я нашла своего мастера, это Татьяна, она сейчас в Израиле. Танечка, привет, если ты меня смотришь. Это единственный был мастер, который меня просто не резала. Вот она не резала от слова совсем. У нее, видать, еще тогда, сколько лет, 20-25 назад, был такой принцип, да, что лучше не дорезать, чем перерезать. Вот и все. Я к ней очень долго ходила, и, знаете, хочешь не что-то показывала, чему-то учила, да, там где-то подсказывала. И изначально я начала работать с акрилом. Ну, как это не назвать работать, да, это просто вот что-то такое было. Ну и, конечно, Таня меня где-то поправляла. Сейчас она, конечно, уехала, но тем не менее, вот так началась, в принципе, моя любовь, да, вот к ногтям. И дальше я понимала, что опять мне сейчас искать мастера, который мне не будет резать что-то, ну, то есть это сложно, и тогда где-то что-то, ну, не на Алиэкспресс, конечно, тогда я не делала еще заказы на Алиэкспресс, просто в ближайших магазинах купила какие-то там гели, тогда лампы были вот эти вот еще с такими лампочками, да, и вот что-то просто красила, снимала, ну, это нельзя было назвать каким-то там маникюром или что-то. По большей части у меня кутикула особо не растет, птериги особо не нарастает, поэтому чаще всего я делала все ремувером. Так вот, конечно, по Ютубу очень много чего я узнавала непосредственно с YouTube-платформы. Блогеров на тот момент было не так-то и много, в принципе, и не могу сказать, что это были вот прям особо обучающие видео, просто, ну, вот показывали, где-то что-то снимали, где-то что-то красили, и вот это показывали. Тем не менее, мне эта тема всегда была интересна, но она мне была интересна именно для меня. Да, то есть вот я сама себе мастер, вот чтобы самой себе делать, вот поэтому мне было интересно. И, конечно же, YouTube очень многое в плане знаний мне, скажем так, в голову заложил. И по ходу, там, и по материалам, знаете, у меня даже это тоже было. Ну, то есть я думаю, что я не одна такая. Вот блогер показал, что вот какой-то флакончик вот такой вот, он супер-пупер мега, и все с ним хорошо, и все замечательно. И как только вы приобретете вот этот флакончик, у вас все начнет шикарно получаться. Я точно такая же была. Тут же бежишь за этим флакончиком, да, ура, да, прибегаешь домой, начинаешь что-то делать, а тут и что-то как-то не как у блогера это все. Вот, потом все эти эксперименты в итоге мои, да, привели к тому, что мои девочки,
Собственно, я не видела в этом ничего плохого на тот момент, и мало того, я скажу, что даже уже тогда я все равно использовала и одноразовые пилочки, но я не делала обрезной маникюр, то есть я ничего там не резала, мы просто отодвигали кутикулу, ремувером убирали роговевшие частички кожи, да, и, собственно, все. Но рано или поздно у меня началась аллергия, жуткая аллергия, когда мне просто сказали, что нет, все, вот все, уже невозможно, просто нельзя пользоваться гелями. И для меня это, конечно, было очень, ну, стрессняк. Я привыкла с длинными ногтями, я привыкла красить так, чтобы на месяц и подальше, как говорится. А тут приходить на какие-то обычные лаки, ну, сложно. К чему я это все рассказываю? К тому, что, да, опыт непосредственно, вот если мы говорим о онлайн-обучении, да, видео на ютубе это тоже, в принципе, ну, определенные, конечно, видео. В каждом видео каждый блогер старается что-то вам рассказать, что-то подчеркнуть, какую-то информацию дать. И это тоже информация, на мой взгляд, ценная, но это не, знаете, не последняя инстанция, это не печать, да, там, одобрено, и все. Каждый, я считаю, на мой взгляд, каждый должен все-таки сам проходить и тестировать продукцию, которую к ним пришла. Научиться по видео, по онлайн-курсу действительно можно, многому чему можно научиться. Если мы говорим сейчас о, например, маникюре, то существует такое понятие, что вот там нужно как-то поставить руку, то есть если непосредственно преподаватель сидит с тобой рядышком, он посмотрит на все твои ошибки, поставит тебе руку и все такое. Но я вам скажу, преподаватель преподавателю рознь. И здесь еще большой-большой вопрос, кто лучше? Недопреподаватель, который будет сидеть рядышком, да, или действительно квалифицированный преподаватель, который будет, скажем, вести тебя в онлайне. Так как у нас, мы все знаем, случилась пандемия, и она случилась во всем мире, мы на какой-то момент были изолированы, онлайн-курсы пошли просто, ну, я скажу так, бум просто онлайн-курсов. И на сегодняшний день ситуация обстоит так, что практически любой желающий, который так или любой такой вот желающий может создать онлайн-курс. Хорошо это или плохо, ну, не могу сказать, я вот однозначно сказать точно не могу. Я за качественный контент, за хорошие информативные онлайн-курсы. Если мы говорим о онлайн-курсе, ну так вот, чтобы чисто было, да, ну вот, и я вот запишу такая вот онлайн-курс, и теперь я вот преподаватель, то, ну, вот здесь вот у меня немножко есть такие, скажем так, в мозгу противоречия, я с этим не совсем согласна. Несколько лет назад у меня уже поступало предложение мне записать онлайн-курс, и вы знаете, на тот момент я такая сидела и говорила: да кто я такая, да вообще, да я никто, и звать меня никак, и мало что я там вообще понимаю и умею, да есть девочки, которые намного лучше меня. А предложение было именно записать курс онлайн-курс по стемпингу. Тогда еще пандемии не было, то есть это было, наверное, лет 8, ну, может, 5 лет назад, ну вот плюс-минус. И я в себе настолько сомневалась, что нет, ну вот да как я могу, да, да чему я могу научить, да, я вообще, я говорю, я никто, и звать меня никак, и где я, а где онлайн-курсы. Вот, и, конечно, сейчас, скажем так, с учетом того, что прошло уже немало времени, я понимаю, что насколько я была глупа. И не так давно на ютубе тоже девочка задала мне вопрос: Виктория, а вы не преподаете? К сожалению, сейчас не вспомню, кто из девочек задал этот вопрос. И я не преподаю, да. Все, что, собственно, выпускаю я на ютубе, я делюсь информацией абсолютно для вас, это абсолютно бесплатно, да.
И для нас, для блогеров, это, ну, затрата чисто времени, каких-то таких вот ресурсов, но, собственно, и все. Никаких вот именно онлайн-курсов, либо не онлайн-курсов у меня на сегодняшний день нет. Но хочешь не хочешь, я начинаю об этом задумываться, а не записать ли какой-то вот такой вот онлайн-курс. Именно я, если честно, до сих пор и не уверена, а в стемпинге смогу ли я что-то такое вот дать такое, чего я в принципе не даю на ютубе. Потому что на ютубе я делюсь вот с вами той информацией, которую владею абсолютно бескорыстно, да, вот я знаю, я рассказала об этом. Стемпинг – это вообще, конечно, очень интересная техника, очень интересные дизайны, и это сама по себе, эта техника сейчас набирает обороты, и она развивается. На сегодняшний день стемпинг можно делать и без пластин для стемпинга, да, используя просто штамп. И не обязательно, в принципе, там где-то даже штамп, можно использовать только пластины и не использовать штамп. То есть вариантов куча. Материалы, которыми можно делать стемпинг, тоже их просто очень-очень много. Все это дело собрать в кучу и в одно видео просто невозможно. Поэтому даже я иногда сама ищу свои видео, в которых я, к примеру, да, рассказала о там чем-то таком-то. Потому что даже в обзорах я стараюсь вот что-нибудь эдакое придумать и что-нибудь такое необычное показать. А потом, когда уже видео проходит, там проходит время, я даже не могу вспомнить, в каком же видео, в каком обзоре я это показала. И поэтому, наверное, сейчас я все больше тяготею к тому, чтобы записать именно курс по стемпингу, в котором будет собрано все для тех, кому это интересно. С, скажем так, постоянным доступом, неважно, там на год, на 2, то есть не будет никаких ограничений в доступе к этому курсу. Ну, я, во всяком случае, это так вижу. Я не знаю, как... Мне очень интересно, хотелось бы послушать, почитать именно ваши пожелания. Какой для вас, например, да, курс был бы более интересен, либо, скажем, какой курс вы бы хотели пройти, что бы вы хотели видеть в этом курсе. Или, может быть, вы сейчас меня отговорите просто-напросто и скажете: Виктория, да нет, вам это не надо, и, собственно, не заморачивайтесь. Если вы готовы поделиться своим опытом, своей информацией, давайте пообщаемся на эту тему. Я считаю, что тема интересная сейчас в шагу, и, на мой взгляд, там, знаете, и по ценовой политике просто разнобой, и, ну вот как по мне, так тут остается только определиться непосредственно с преподавателем, которому вы доверитесь, который вам нравится, к которому вы прислушаетесь. Вот. Но ваше мнение, говорю, для меня очень интересно. Так, я вроде бы Так, Алина Иванова. Так, здравствуйте, Виктория, здравствуйте. Алина спрашивает: я тоже самоучка, и мне тоже это очень нравится. Даже хочу поменять основную профессию. Было страшно, но решаюсь. Вы знаете, я тоже сначала, в общем, я так была самоучкой, а в итоге потом я прошла 2 курса. 2 курса, они все были онлайн, эти 2 курса. И сказать, что, скажем так, я пришла на эти курсы подготовленной. Для меня какие-то вещи были уже более или менее понятными. То есть это не так, знаете, вот я занималась чем-то другим, потом раз резко, да, решила стать мастером ногтевого сервиса. Как я рассказала, мне эта тема была уже давно очень интересна, и все это занятие меня очень увлекало, и безумно мне это нравилось, поэтому я много видео смотрела, вебинаров всеразличных по маникюру.
когда я пришла на онлайн-курс, очень многое, что, скажем так, я уже знала. Поэтому прошла я их очень быстро, получила диплом, то есть я проходила такой полный курс именно с дипломом, не с сертификатом, а именно с дипломом. И, ну, то есть по стерилизации, там, по вот эти вот все моменты мне уже были знакомы. То есть я это все прекрасно понимала, и то есть я это все применяла, и мне несложно было, ну, скажем так, мне легче было пройти курс. Так, Элла пишет. Я не мастер, очень люблю заниматься ногтями и делаю себе и близким. Брала курс, я за. Спасибо огромное. Спасибо большое, Элла, что вы поделились своим опытом. Вот видите, у человека два, ну, то есть курсы прошли. То есть онлайн-курсы и российские, и израильские, и каждый человек, ну, и в каждом курсе, собственно, Элла подчеркнула для себя много что нового и познавательного. Вот, знаете, вот здесь вот тоже очень, наверное, с философской точки зрения, для тех, кто хочет чему-то научиться, наверное, сможет научиться и, ну, действительно, и там по видео. Ну, а для кто, наверное, не воспринимает, да, зрительно, наверное, им все-таки будет сложнее. Ну, не знаю, вот такое вот мнение вдруг пришло ко мне в голову. Катка пишет. Я тоже самоучка, но ищу хорошую школу в нашем городе. Планирую отучиться и начать работать. Очень мне нравится это дело. Заказала фрезер от Кац на начало. Потом помощнее куплю. Лет 5 уже делаю себе. Лет 5 тоже хороший опыт. За 5 лет, я думаю, что вы уже много что делаете на автомате. Вы знаете, здесь я тоже согласна в том, что вы ищете школу непосредственно у себя в городе, значит, вы хотите пройти непосредственно, ну, вот такой вот курс, да, вживую. Приветствую это, но сама я живых курсов не проходила, поэтому мне сравнить не с чем. У меня только за плечами 2 онлайн-курса. Так, Ксюша Нейл Кайра пишет. Большое спасибо за титанический труд. Спасибо и вам тоже большое. Елена Мюнхен. Благодаря твоим видео и я стемпинг полюбила. Спасибо, Леночка, спасибо. Катка красивая. Лена, соглашусь, уж Виктория знает про стемпинг все. Ну, вы знаете, да не все я знаю про стемпинг, и стемпинг сейчас настолько быстро развивается, что это просто, знаете, ну, это сложно успеть просто, кто там что только не выдумывает, да, со стемпингом. Как показывает, ну, я говорила как-то в одном из своих эфиров, что такое стемпинг, не было... не было пластин для стемпинга, не было штампов для стемпинга. И штамповка, она была, собственно, ну, задолго. Поэтому отштамповать-то можно любой выгравированный рисунок, можно любой рисунок, в принципе, написать. Ну, то есть, если даже чуть-чуть углубили, взяли картонку, не знаю, под рукой, да, там взяли картонку, что-нибудь нарисовали, написали на этой картонке, лаком для стемпинга провели, скребком и на штамп отпечатали. То есть такие варианты. Это, в принципе, не новость, это все было очень-очень давно, именно таким образом и делают штамповку. Просто раньше не было ни пластин для стемпинга, ни, ну, специальных, да, ни штампов для стемпинга. Это сейчас стемпинг, он перешел в раздел nail индустрии, в раздел nail дизайнов. Да, ну, а в быту у нас же все, в nail дизайнах у нас, в принципе, это вот все, что в быту, все у нас и в итоге потом на ногтях. Точно так же и стемпинг. Или помните, например, дизайны с нитками, да, вот когда мы рисовали нитками, гель-лак и нитками рисуем. Это же все пришло с художки, да, соответственно. То есть любые искусства, они между собой так или иначе пересекаются. Поэтому само вот это вот стемпинг как искусство, оно
зародилось давным-давным-давно, просто сейчас это стало как-то модным, скажем так. Елена Мюнхен, так я у нее все идеи тырю. Ничего ты не тыришь, Еленочка. Я тоже смотрю Ленины видео, очень замечательные дизайны со стемпингом, идеи дизайнов со стемпингом Лен придумывает. Мало того, она еще и совмещает стемпинг с китайской росписью, с лепкой, и, на мой взгляд, это просто вообще супер. Почему? Потому что когда то ли дело, когда мастер владеет одной техникой, да, это хорошо. Когда мастер владеет двумя техниками, это хорошо вдвойне. Когда мастер владеет тремя-четырьмя техниками, ну это вообще супер, да. Согласитесь, совмещать стемпинг можно с любыми. С чем угодно можно совмещать стемпинг. Ну, то есть создавать вот такие вот стемпинг-дизайны. Поэтому для меня стемпинг это, да, действительно очень интересно. Так, как это не надо? Надо. Наверное, это про, про курсы. Элла спрашивает, ваши слайдеры из фольги просто супер идея. Спасибо большое, Элочка. Я сейчас как раз-таки работаю над... Девочки просили, просто есть у меня зрительницы, которые не работают с гелевыми материалами, от слова совсем. Причины у них свои, и я их прекрасно понимаю, потому что я в свое время тоже, ну, на какое-то время отказалась от гелевых материалов. И они попросили отработать, проработать именно как-то вот, может быть, есть возможность сделать слайдеры с обычных, не гелевых материалов. Вот я сейчас тоже этим всем занимаюсь. Катка красивая пишет, а почему не разделить на категории, новичкам, например, потом типа профи или еще как-нибудь, например, курс все техники и добавлять туда новые идеи и так далее. Отличная идея, Катка, спасибо большое. Да, я тоже по поводу этого думала, но, знаете, я скажу, что, наверное, вот для меня писать курс для новичков, на мой взгляд, ну, не то, что это как-то зазорно, нет. Иногда, вы знаете, когда вот я, например, снимаю видео, что-то делаю, что-то показываю, мне кажется, это настолько очевидным, что я забываю это озвучить, когда непосредственно озвучиваю видео. А потом, если, например, вот мне кто-то из девочек пишет в комментариях, Виктория, а подскажите, а вот это, вот это, вот это, вот это, я думаю, блин, вот надо, вот почему я это не озвучила, ведь надо было об этом видео сказать, ведь действительно я как-то этот момент упустила, а упускаю я вот этих мелочей на самом деле очень много. Почему? Потому что вроде бы из видео в видео я рассказываю одно и то же. Мало того, 3 года назад там у меня есть видео, где я рассказывала, но потом я начинаю понимать, а почему 3 года назад? 3 года назад эти видео уже никто не смотрит, забудь там, да, про них. Если ты вот снимаешь видео сейчас, то и рассказать нужно об этом сейчас. Ну, вот, не совсем понимаю. По поводу курса новичкам, да, показать, какие есть пластины, показать, какие лаки для стемпинга, показать, например, какие скрипки для стемпинга. Я считаю, что эта информация, она все-таки не для курса, ну, не для платного курса по стемпингу. То есть это можно сделать просто какой-то бесплатный урок и показать, да, там это вот все. А именно если мы говорим о платном курсе, то я думаю, что здесь должна быть более какая-то больше информации, больше чего-то какого-то эксклюзивного, я не знаю, не того, что есть ну, в открытом доступе и для всех будет понятно. Поэтому, что для новичков? Я могу, например, так сказать. Вы знаете, иногда я очень... Ну, я стараюсь, во всяком случае, активно общаться с подписчиками, со зрителями со своими, общаться с подписчиками, со зрителями со своими. И иногда просто бывает такое, что девочки пишут, я пыталась
подружиться со стемпингом 3 года назад, у меня не получилось, я забросила, я попробовала опять стемпингом заниматься там год назад, и у меня не получилось, я бросила. То есть я понимаю, что человек периодически пытается, человеку все-таки что-то, ну, где-то в голове сидит, да, а вот есть же стемпинг, может быть, попробовать еще раз, может быть, дать еще раз шанс. Я люблю таких людей, которые не бросают, знаете, все, нет, все не получилось, нет, не буду, все это плохо, это все не работает, и все. Нет, я люблю как раз людей, да, которые возвращаются, дают еще шанс, как-то пытаются, тестируют, да, вот добиваются все-таки своего. И новичков в стемпинге, не знаю, насколько их много, но думаю, я говорю, бесплатный курс, бесплатный, вернее, урок, именно просто показать пластины, показать, какие лаки для стемпинга, какие штампы для стемпинга, а все остальное, понимаете, это все-таки должен быть, ну, на мой взгляд, опять-таки, курс, который будет идти с сопровождением, пускай это будет онлайн-сопровождение, но тем не менее. Почему? Потому что нажим, да, то есть как человек, с какой скоростью он работает, это можно именно посмотреть непосредственно, если вот так вот сесть с человеком по видеосвязи. Сейчас очень многие к онлайн-курсам привязывают, вот купите вот такие пластины, я марки, например, не буду называть, да, там ценник, например, от 600 там, до 1000 рублей, вот если вы купите вот эти пластины для стемпинга, если вы купите вот эти вот лаки для стемпинга, вот этот вот штампик для стемпинга или вот этот скрапер для стемпинга, вот у вас все будет получаться. Ну, я не знаю, как бороться с этими стереотипами, я считаю, да, есть действительно, попадаются плохие качественные пластины для стемпинга, да, попадаются там не совсем хорошие штампики для стемпинга, но довести до ума и отпечатать рисунок, даже с плохой гравировкой, это все равно возможно. Возможно. Поэтому я и говорю, стемпинг можно отпечатать. Тут самое главное подход. Нужно понимать, каким материалом это можно сделать, либо каким штампом это можно сделать, либо какими красками это можно сделать. То есть, меняя что-то, вы в итоге отпечатаете рисунок. Поэтому для меня главное в стемпинге уметь отпечатывать всем чем угодно. Так, Алин пишет: Виктория, спасибо вам, что вы делитесь своими творениями. Очень интересно. Спасибо. И вам огромное спасибо, что поддерживаете меня. Для меня это очень важно. Так, Нейл Карнер, Ксения пишет: Виктория, мне очень нравится эта идея с курсом, но мне бы хотелось рассказать свою точку зрения. Курс, безусловно, должен быть, но также было бы интересно, если бы вы запустили, так сказать, мини-проект, мини-урок, мини-проект. Дальше Ксения пишет: а именно марафон по дизайнам. Сейчас такое время, когда время на вес золота, и всем нужны быстрые дизайны. Очень бы хотелось, чтобы вы запустили марафон по быстрым дизайнам. Марафон по быстрым дизайнам. Я участвовала в нескольких марафонах, ну не совсем марафонах, там вебинары от Dance Legend, и кто-то, возможно, из моих подписчиков знает. Также я участвовала от Орли в конкурсе, ну то есть это такие. Ксюша, большое спасибо за идею. Вот, девочки, вот как вы считаете, хорошо, если, например, не курс, если мы скажем, что это будет такая мини-версия, да, такой как марафон по дизайнам. Запускаю марафон, ну, к примеру, давайте предположим, запустим марафон по дизайнам, показать несколько дизайнов. Я думаю, что мне тут понадобится помощь других блогеров. Ксения, вот раз вы предложили, вот давайте, пожалуйста, и помогайте. Почему? Ну, просто если, например, марафон запустить по стемпинг-дизайнам, я не совсем уверена, в каком плане. Не у всех, скажем так, да, есть такое количество пластин для, скажем, в наличии такое количество лаков для стемпинга. Я имею в виду палитру.
Можно, конечно, придумать какие-то идеи, да, таких вот быстрых дизайнов, а там уже люди будут смотреть именно, ну, каждый человек будет смотреть по тем материалам, которых у них есть в наличии. Но я думаю, что здесь было бы интересно сделать марафон с несколькими блогерами, то есть быстрые там, например, стемпинг-дизайны, быстрые дизайны там в технике китайской, например, роспись. Вот Елена Мюнхен, вы же тут в прямом эфире. Как вам такая идея? Давайте сейчас подумаем также и на эту тему. Может быть, получится что-то интересное. Да, может быть, у кого, ну, то есть именно идея, если мы говорим о быстрых дизайнах, да, насколько я поняла Ксюшу, да, то почему нет? Ну, то есть вот сделать такой марафон, собраться нескольким блогерам, и каждый покажет от себя несколько дизайнов, скажем так, быстрых дизайнов, да, и насколько бы вообще вам было бы эта тема интересна. И также хочу тогда такой момент затронуть, щепетильный. Пожалуйста, девочки, дайте обратную связь. Какую бы... Давайте, вот не знаю, как правильно сформулировать этот вопрос. Вы бы хотели, я понимаю, что все хотят бесплатно, но давайте, какую сумму вы готовы были бы заплатить? Это именно будет с отработками, ну, как я во всяком случае понимаю, да, марафон, то есть мастер-класс от блогера, затем идет отработка, и, собственно, вот так вот несколько блогеров покажут свои идеи, девочки их отрабатывают, и, соответственно, там кто-то будет победителем, как-то выбрать победителя, организовать какие-то сертификаты, либо что-то. Вот сколько вы готовы были бы заплатить за такой вот марафон? И вообще интересна ли вам такая тема и вообще такой вот марафон? Так, Елена Мюнхен пишет, да, типа марафона было бы круто. О, Леночка, спасибо, вот видишь, ты уже там ответила, оказывается. Ксюша пишет, который был бы доступен каждому. Доступен каждому. Ксюша, что ты имеешь в виду? Бесплатно доступен каждому? Или ты имеешь в виду, ну, вот что-то именно, что-то легкое? Не так, что это какая-то вот прям художественная картина. Нейл Кайра дальше пишет, где обязательно были бы отработки. Ну да, я тоже, например, если мы говорим о марафоне каком-то, то это в любом случае я вижу именно с отработками. Так же, как стимул и призы. Ну, если мы говорим о призах, если мы говорим о именно платном марафоне, то да, конечно, призы, почему бы нет. Здесь ведь не идет речь о каком-то многомиллионном заработке, да, здесь именно идея собрать одномышленников, людей, которым это интересно, и, собственно, само мероприятие, я думаю, будет тоже интересно. Ирина Скипко пишет, на все ваши идеи должен быть оформлен документ «Авторское право». Не нравится мне, когда чужие идеи тырят. Ирина, это на самом деле, этот вопрос очень бурно обсуждается в нейл-индустрии. Почему? Потому что есть определенные такие вот локомотивы, которые действительно прорабатывают что-то, разрабатывают какие-то новые идеи. Но давайте будем с вами реалистами. Я сейчас, возможно, скажу вам не совсем, как сказать, по большей части. Дело в том, что многие позиционируют, что вот я там это придумала, я там до этого додумалась. И я вам мало скажу, я этого не исключаю, потому что человек действительно, он мог не смотреть там чье-то видео, он там мог не смотреть там чей-то эфир, а просто сам вот сидит, то делает, то так пробует, и раз у него получилось. Он это показывает, потому что он сам до этого додумался. И человек говорит, вот я сама к этому пришла, я верю этому человеку. То есть если человек действительно предрасположен к тому, чтобы тестировать, экспериментировать, я верю этому человеку. Если человек
А если человек просто, вот вы видите, по видео, да, человек просто там где-то что-то показывает, вот там видео, да, человек просто там где-то что-то показывает, вот там, посмотрите, вот это вот красиво, вот там вот это красиво, то, конечно, такому человеку тоже может прийти какая-то гениальная идея, но, ну, может быть, не так часто, да, тем не менее, все равно и этому человеку может прийти гениальная идея и родиться что-то новое. Но давайте будем реалистами. Все, что мы только вот сейчас мы об этом подумали, китайцы это уже придумали. Вы думаете, что вот эти вот силиконовые молды, их придумали вот год назад, или первая показала их, не буду называть имя, вот эти вот силиконовые молды, первая их показала очень известный, скажем так, мастер, да, генератор идей, имя просто не буду называть, я ее очень сильно уважаю, очень часто смотрю эти эфиры ее, но тем не менее, посмотрите, эти молды, они силиконовые, были в Китае разработаны еще там 5 или 8 лет назад, понимаете, человек... Ну, а, собственно, о чем мне не сказать, да, это Юлия Белей, которая показала, что можно взять силикон, который использует зубные техники, мало того, они выпустили даже этот силикон, да, Dance Legend, компания Dance Legend, и она показала, как можно делать вот такие вот силиконовые молды самим. Да, то есть не покупать их где-то, да, из Поднебесной, а делать их самим. Но придуманы-то они были уже там, не знаю, задолго-задолго, поэтому, простите, я не то чтобы, знаете, я не то чтобы тот человек, который говорит, там, да ну, сидите там и ничего не выдумывайте. Нет, ну, если по-честному вот так вот взять, многое что уже давным-давно придумано. Просто мы до этого, когда мы дойдем до этого, никто не знает. А если мы говорим о авторском праве, то вот здесь как раз-таки и загвоздка, техника, да, вот как нейл-мастер придумал технику наращивания или какую-то форму, новую форму ногтей и пытается ее запатентовать. И вот здесь вот такой момент, в России, ну, все мы живем в разных странах, и запатентовать, например, ну, на российской территории, запатентовать, например, где-то в других странах, это одно, это или запатентовать, знаете, вот как кто-то придумал, да, скотч, и вот он молодец, на весь мир молодец, понимаете? В нейл-индустрии такое маловероятно. Почему? Потому что, я же говорю, все придумывают, все ходят на чемпионаты, смотрят там идеи, тут же эти идеи улавливают. То есть вы вроде бы отправили, вот только отправили работу на чемпионат, а там уже свистнули вашу идею, понимаете? Потому что есть судьи, собственно, есть люди, персонал, да, который там работает, и они уже вашу работу видят. Да, это вашу работу не видят много людей, но кто-то уже ее увидел, кто-то уже кому-то заскринил, кому-то отправил, и кто-то уже посмотрел, оба-на, это что-то новое, понимаете? И тут раз человек выпускает видео, о, новая форма ногтей, а придумал эту форму ногтей, оказывается, абсолютно другой человек. И вот поди докажи, что вы это придумали. А вам скажут, а вот, пожалуйста, а вот эта девушка, вот у нее видео, у нее вперед вашего видео вышло. Поэтому вот кто его знает, кто из вас тут первый придумал. В общем, по поводу патентов, по поводу авторских прав, это очень сложно. А потом запатентовывать можно все что угодно на самом деле. Получить патент на то, на то, на то. Но у китайцев свои законы. И им вообще по барабану, что вы там придумываете и что вы там патентуете. И на что у вас там, я не знаю, в одном из своих видео на платформе AliExpress один из магазинов просто свистнули мое фото с дизайном. И когда я написала продавцу, пожалуйста, удалите это фото, вы нарушаете мои авторские права, он мне такой написал, а я хочу, я, в общем, хочу, мне понравилось фото, и вот я и выставил. И, как говорится, нету у нас никакого такого авторского права.
поэтому до свидания, понимаете, то есть вот так вот. Поэтому есть у вас патент, нет у вас патента, если китайцы захотят это выпустить, они это выпустят. Ну, я сейчас про новые формы, например, вот там верхние формы или что-то. Вот. А есть такие люди, которые, есть компании, которые говорят: о, мы первые разработали это, мы первые это разработали. Ну почему же тогда Китай-то это все первыми выпускает? Непонятно. А, идеи тырят. Ирина, я согласна, тырят идеи, но я считаю, что в этом нет абсолютно ничего, не то что зазорного, просто, ну что значит тырить? Вот я пошла на курс, чему-то отучилась, и вот теперь я показываю это на ютубе, и кто-то придет ко мне и скажет: вот ты там с этого курса там стырила, вот ты там делаешь точно так же, как она. Да, я делаю так же, как она, ну или там не так же, как она. Все мы делаем плюс или минус одинаково. И нельзя сказать, что мы там у кого-то стырили идею, да, или вот там за кем-то повторяем. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые хочешь, не хочешь, а будешь, ну, не то что повторять, а делать так же, да, вот я бы, наверное, так сказала. А то, что стырили идею, ничего, ну, на мой взгляд, не то, что просто иногда можно говорить, да, то есть эта идея была непосредственно того мастера. И я считаю, что в этом ничего нет плохого. В своих видео, если я использую силикон от Dance Legend, я всегда говорю огромное спасибо Юлии Белей за то, что она показала именно этот способ, как можно сделать самим вот эти силиконовые молды. Всегда об этом говорю. Если, ну вот, ну не знаю, это мое такое мнение. То есть просто поблагодарить человека. Я думаю, что человеку это тоже будет приятно. А по-другому как? Запретить Юлия Белей, ну сможет ли она мне запретить не делать силиконовые молды, раз они продают их? Да? А зачем, собственно, тогда, зачем, вот она придумала силикон, там как-то штрафные санкции, да нет, они лучше, вот что делает Юлия Белей, она показывает: вот, девчонки, смотрите, можно вот так вот и вот так, а можно еще и вот так вот сделать, а можно еще и вот так, а вот вам материалы еще, да, с которыми вы можете это сделать, и это работает, то есть люди как раз-таки и идут на эти материалы, на эти идеи, и идут на эти материалы, на эти идеи, и я думаю, что это намного лучше, чем придумывать что-то, сидеть такая и говорить: это я придумала, и никто больше, кроме меня, не надо, у меня патент, товарищи, у меня патент, поэтому не вздумайте делать точно так же, как и я. Ну, не знаю, это мое мнение. Так, Нейл Кайра пишет: конечно, не бесплатно за разумные деньги. Ну, разумные деньги, давайте, девочки, пообщаемся на эту тему, да. Деньги это всегда очень интересно, поэтому, пожалуйста, разумные деньги это сколько? Вот мне было бы интересно, вот прям напишите там 200 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 800 рублей, вот разумные деньги. Давайте посмотрим, сколько бы это все-таки, сколько вы готовы платить, чтобы за вот такой вот вебинар. Вот, Ксюш, пожалуйста, напиши: разумные деньги для тебя это вот сколько? Так, девочки. Так, Елена Мюнхен, какой документ, какие авторские права, вопросительный знак. Ну, я тоже не совсем это самое. Ирин, я надеюсь, я вас ничем не обидела, я просто вам исключительно своими мыслями поделилась. Да, есть, конечно, разработки, есть инновации, которые нужно патентовать, которые нужно как-то получать на них какие-то, ну, не знаю, да, вот такие вот документы, от которых вы потом всю жизнь будете получать доход. Но я думаю, не совсем это в нейл-индустрии. Но, может быть, я ошибаюсь. Я не говорю, что я вот прям последняя инстанция. Фокс, Версайт. Простите, пожалуйста, если неправильно прочитала. Здравствуйте, здравствуйте. Неос Корнер Кайра. Как же это сложно выговорить, Ксюша. Пишет: по мне, это очень классная, интересная идея, ты получаешь знания, а еще и в итоге какие-то призы и также кучу информации, навыки и новые знакомства. Делятся своими идеями, дизайнов. Замечательно. Дальше Ксюша пишет: также было бы классно, если бы давался какой-нибудь
миленький сертификат о прохождении такого марафона. Ну, собственно, если мы говорим о какой-то а-ля бумажке красивой, давайте, да, красивая бумажка формата А4, на которой написано сертификат, дается такому-то человеку за то, что он там прошел марафон такой-то, такой-то, да, и вот эта вот красивая бумажка, ну, вот так вот, то почему бы и нет? Если мы говорим именно о каком-то документе образовательном, то тут, увы, никакого образовательного документа именно с серийным номером и все такое здесь не получится. По мне идея интересная. Так, Ирина Скибко. Лена, у Виктории классные идеи, они в основе. Спасибо, Ирочка. Ксюша пишет, по мне идея интересная. По мне тоже идея интересная, но вот давайте все-таки послушаем, что люди на эту тему скажут. Готовы ли они платить за эту идею? Ирина Скибко пишет, да, Лена, Мюнхен хороший мастер. Я согласна. Ксюша пишет, но идея с вашими курсами, безусловно, должна быть реализована в будущем. Я постараюсь, конечно, но пока что я тоже думаю. Точно так же, как и много лет назад. Nail House. Здравствуйте, Nail House. Nail House тоже, по-моему, у девочки канал свой есть, но что-то давно я не видела. Давно не видела. Здравствуйте. Nail Carno. Привет, Даша. Дашенька, значит. Nail House Даша. Платный курс для стемпинга. Даша пишет, платный курс для стемпинга. И такой смайлик болезненный, видать. Не знаю, что имеется в виду. Приветик, приветик. Ирина Скибко пишет, Виктория, вам бы с Леной объединиться, это будет бомба. Ну вот я тоже считаю, что нам неплохо было бы именно блогерами объединиться, и каждый бы блогер поделился бы своими идеями, какими-то своими скоростными дизайнами. Я думаю, что такой марафон был бы объединиться с блогерами, с разными техниками, думаю, было бы намного. Ну, на мой взгляд, это было бы и интересней, и познавательней, и информативней. И здесь у людей есть выбор, да, то есть хочешь стемпинг, быстрый дизайн, хочешь там китайскую роспись, быстрый дизайн, и все в таком духе. Елена в таком духе. Елена, вот Мюнхен дальше пишет, как объединиться, у меня будут курсы по китайке. Леночка готовит курсы по китайской росписи, замечательно. Вот как объединиться, Леночка? Ну, то есть, как бы проводить такой, не знаю, марафон, где не один спикер, а несколько спикеров, есть такая практика. Nail House. Я, может, чего-либо не понимаю, но это из рода курс по слайдерам. Нет, стемпинг это не только слайдеры, стемпинг есть, конечно, там делаются слайдеры, но если мы говорим о курсе по стемпингу, это не только курс по слайдерам. Ирина Скибко пишет, Лена, твоя лепка шикарная, китайка тоже, варианты дизайна могут быть море. Согласна с Ириной. Елена Мюнхен. У многих не получается стемпинг. Для этого и курс по стемпингу. По поводу курса я согласна. То есть курс отдельно по стемпингу. Леночка, мы вроде бы сейчас затронули тему именно марафона. Марафона не по стемпингу, а марафона по дизайнам. И вот мы говорим о том, чтобы объединиться нескольким блогерам и показать, возможно, там каждый блогер покажет по несколько быстрых дизайнов. Ну, я, во всяком случае, так, Ксюша, поняла. Так, Nail House пишет, курс по стемпингу, как по мне, громко сказано. Лучше марафон. Курс по стемпингу громко сказано. Даша, да, Nail House. Но я говорила в прямом эфире, что если мы говорим о том, что показывать на курсе по стемпингу, на платном курсе по стемпингу, показывать, а вот есть вот такая пластина, а есть вот такой вот штампик, а есть вот такой лак, то это по мне, да, это не курс. Но если мы именно говорим о обучении разных техник,
обучение делать стемпинг разными способами, разными материалами, то это почему это не курс? По мне, это курс. Научиться просто отпечатывать стемпинг обычным в YouTube, но стемпинг, я еще раз говорю, стемпинг это уже давно перестало быть просто взяли пластину, взяли лак для стемпинга и отпечатали. Стемпинг можно отпечатывать абсолютно с любой поверхности, абсолютно с любой гравировкой. Все можно сделать при помощи техник стемпинг. Ну вот спасибо большое, Nail House, Даша, спасибо большое, что вы поделились своим мнением по поводу того, что лучше марафон. Елена Мюнхен, я за, будем делать марафон. Ну вот Леночка уже согласилась, видите. В прямом эфире сейчас, как говорится, история рождается марафона. Ирина Скипко, я за объединение блогеров, это интересно. Спасибо большое, Ирина, что поделились своим мнением. Елена Мюнхен. Я лепку и китайку забросила. Нужно опять начать рисовать и лепить. Пора. Nail Corner Кайра. Ксюша. Я только за. Ну вот Ксюша тоже. Нас уже 3, девочки. Нас уже 3. Но пока что я не вижу, чтобы кто-то из девочек написал, за какую цену они готовы были бы принять участие в марафоне. Nail Корнер Кайра. Ксюша пишет, несколько блогеров, несколько техник. Согласна, отличная идея. Ирина Скипко пишет, Виктория, речь идет о точной копии. Речь идет о точной копии. Это что? О точной копии. Ну, смотрите, на сегодняшний день даже есть, ну, то есть в музеях висят картины известных, именитых, знаменитых. В музеях висят картины известных, именитых, знаменитых художников. Но ведь есть, если пойти на рынок, то вы можете найти копии этих картин. Да, то есть всем понятно, что это копия, но вот хочется повесить 3 медведей. Я не знаю, было ли у вас, но лично у нас был такой, знаете, коврик на стену, где вот это вот была на конфетах, да, 3 медведя в лесу, Шишкин лес, да, называется. Вот, а у нас был такой коврик. Ну, сейчас, ну, как сказать, я не вижу ничего плохого, как я вот сказала, я не вижу ничего плохого в копиях. Вот это копия его картины. То есть с этим я согласна. Но не так, что вот есть Мане, ну, это, знаете, он не так нарисовал там и не то, а вот это вот я. Вот это я не понимаю. То есть когда не признают первоисточник, вот это я не понимаю. Елена Мюнхен пишет, китайцы молодцы. Ну, не зря они там, производство у них на каждом шагу. Катка красиво пишет, про китайцев зачетно сказано. Спасибо большое. Ну, они реально, ну, я не знаю, что сказать. Они вот от какой-то вот такой вот мелочевки до каких-то вот таких вот, ну, они все подделывают, ну, вот все. И им вообще по барабану. Бренд, не бренд, подадут на них в суд, им вообще все нипочем. У них нету авторское право. Захотели, сделали. Так, Элла пишет, авторские права и патенты – это разные вещи. Еще есть разные патенты, как дизайн патент. Я согласна, что авторские права и патенты – это разные вещи, но в любом случае, вот по этому поводу я свою точку зрения высказала, что я не говорю непосредственно то, что я сейчас буду, да, у кого-то, я не знаю, там, перенимать какую-то технику и кричать на всю, пускай там Россию, я в России, да, что вот я там это придумала, но мало того, что это нужно разработать, доказать, и если, например, говорить по всему миру, то что вот я на весь мир, да, я это придумала, то это я и говорила, что это разные вещи. То ли дело заявить об этом у себя в стране где-то и получить какой-то
авторское право, то ли дело на весь мир. Но, на мой взгляд, я свою точку зрения высказала, я считаю, что, ну вот, да, придумала, молодец, поделись с этим, и пусть, как говорится, это идет в массы, в народ, и тебе это вернется чем-то более хорошим. Ну, на мой взгляд, знаниями нужно делиться, да. Я не говорю, что я не многогранно, я считаю, я понимаю людей, которые продают знания, я понимаю людей, которые дают их бесплатно. Но давайте так, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Человек, который делает, либо делится знаниями бесплатно, даже здесь нужно все-таки понимать, для чего он это делает, и, возможно, его заработок состоит абсолютно в другом, либо его цель состоит в чем-то другом. Мы блогеры, да, мы снимаем видео, тратим на это время, ресурсы, выпускаем эти видео, вы смотрите их и ничего не оплачивая. Можно сказать, да, что мы такие альтруисты, но нет, не все так гладко. Не надо думать, что, знаете, мы такие блогеры, и все мы такие альтруисты, и все мы готовы за бесплатно работать. Ничего подобного. Я могу сказать лично за себя. Конечно, YouTube это не основной мой заработок, тем не менее, сидеть, снимать видео, тратить на это время, материалы и все такое прочее, знаете, это все равно время, силы, здоровье, да, тратится. И если говорить о том, что вы от этого ничего не получаете или там нет никакой перспективы в будущем, то а зачем тогда это делать? Не было бы блогеров сейчас столько, поверьте, если бы не было заработка. Блогеры зарабатывают на реферальных ссылках, это тоже, я думаю, ни для кого не секрет. Для вас-то это ничего. Вы просто перешли по ссылке блогера, сделали заказ, пускай даже давайте на том же самом Алиэкспресс сделали заказ, вы не переплатили за этот товар, вы не заплатили больше, вы не заплатили меньше, вы заплатили ровно столько, сколько цена вот для всех сейчас в вашем регионе, да, там, и то есть для вас это бесплатно, а блогер получил с этого, ну там, 0,01 там какую-нибудь одну копейку, упала ему на счет, потому что вы прошли по реферальной ссылке. Вот точно так же блогеры тоже зарабатывают. Да, у нас есть также коллаборации, там, ну, то есть не то, что коллаборации, мы сотрудничаем с компаниями, ну, вот, например, на сегодняшний день сотрудничество с компаниями, каким образом происходит? Компания присылает продукцию на обзор, то есть бесплатно, да, и я подготавливаю независимый обзор, ну, то есть высказываю именно свое мнение. Ну вот, неважно что, и мы вам заплатим. Есть и такое. Ну вот, неважно что, и мы вам заплатим. Есть и такое, пожалуйста. И это тоже заработок, и я считаю, что почему нет? Так. Так, Ирина пишет, Скипко. Виктория, если бы мастера также говорили о своих учителях, их имена бы не терялись. Ирина, я согласна с вами, если бы ученики говорили о своих учителях, да, их имена бы не терялись. Но время у нас идет дальше, и могу сказать, что многие учителя, те, которые действительно учителя, у которых хватает профессионализма, квалификации и всего такого, они сами, эти учителя, они и дальше чему-то обучаются. То есть это как повышение квалификации, да, ну давайте так это просто я просто так это назову. Нормальный преподаватель, он никогда не стоит на месте, он идет и учится дальше, чему-то дальше. Вы согласитесь, каждый день у нас появляются какие-то новые материалы, новые технологии, даже в нейл-индустрии, не говоря там уже где-то там о чем-то другом. И если сидеть и только выравнивать ноготки гель-базой и там работать только с гелевым материалом, ну далеко, ну не то, что далеко не уедешь, но в какой-то момент произойдет просто вот раз и тупик. То есть все, дошла до вот этого уровня и все, и дальше просто некуда. Поэтому, чтобы успеть за вот этими всеми новыми новинками, новыми технологиями, нужно постоянно быть в теме и постоянно обучаться. Поэтому многие матерые учителя, они также являются и чьими-то учениками.
Элла пишет, 20 лет за патенты, 70 лет за авторские права, монополь. Я поняла. Ну, то есть на какие-то определенные, да, там сроки, скорее всего. Но я не знаю, я пока что вообще не готова. Ну, то есть, может быть, не в нейл-индустрии. Хотя, я говорю, возможно, я ошибаюсь. Нейл Корнер Кайра, Ксюша. Ну, нормальная сумма, 200 рублей, тоже хорошая цена. Элла пишет, я согласна насчет курса по стемпингу. Я бы заплатила где-то 75-80 долларов. Ну, то есть, видите, то есть человек понимает, что, например, ему хочется все-таки больше информации, не просто, чтобы ему там показали какой-то там, например, дизайн, и как вот в режиме марафона, то есть начали отрабатывать какие-то вот этот дизайн, тот дизайн, тот дизайн. В итоге такое вот портфолио уже можно сделать и дизайнов. Вот, например, Элла готова все-таки пройти именно курс. Ей интересен именно курс. Спасибо большое, Элла, за то, что поделились своим мнением. Ксюша пишет, нет, просто не сертификат, а просто свидетельство об участии в марафоне. Ну, или так. Джинджер, Машенька, здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое, что заглянули. Спасибо, что поддерживаете в прямом эфире. Так, это я понимаю, Ксюша напишет, вам так хочется, как в школе, почетную грамоту. Ну, может быть, либо так. Ксюша пишет. Лично мне нет, но я знаю, что многим это важно. Да, действительно, неважно, марафон, курс или там какой-то вебинар, многим после прохождения действительно хочется получить какой-нибудь, ну, я говорю, пускай даже какую-то бумажку, где будет написано, что человек как-то этот курс прошел, прослушал, либо отработал, либо что-то в этом роде. Думаю, действительно, такое как бы есть. Так, девочки, в общем, по поводу суммы, по поводу цены, вообще всегда, да, наверное, все-таки финансовая тема, это всегда такой щепетильный вопрос, и не все готовы раскрываться на эту тему. Давайте, может быть, я буквально сейчас вот 5 минут озвучу свое мнение, опять-таки, субъективное. Что касаемо, например, ну вот то, что мне в первую очередь сейчас, да, приходит в голову, то, что касается марафона. Да, конечно, тут цена не может быть, ну, на мой взгляд, не может быть какой-то, наверное, сколько блогеров примут в этом участие, какие там будут не стемпинг, опять про стемпинг, какие там будут идеи дизайнов, какие техники там будут применяться. Соответственно, здесь, ну, думаю, желающих будет действительно много. Если мы говорим о том, что именно о курсе, курс по стемпингу, например, ну вот я, например, могу заикаться только о курсе по стемпингу. И здесь, наверное, ну, как я, например, это вижу, опять-таки, поделитесь своим мнением, может быть, я не права. Это все-таки, на мой взгляд, не должны быть какие-то видеоуроки, которые взяты, к примеру, там, с прямых эфиров на Ютубе, либо с прямых эфиров в Инстаграме. Это все-таки должны быть отдельно записанные уроки с отдельной озвучкой, либо с отдельной какой-то темой. И в любом курсе, на мой взгляд, должен быть именно четко поставлены, ну, четко разграничены этапы, да, так, чтобы в итоге по окончанию курса человек мог сделать стемпинг любыми материалами, неважно, есть у него пластина для стемпинга, нет у него пластины для стемпинга. Вот он пришел, ему сказали, а ну-ка сделай мне стемпинг, а вот у нас ничего нет. И ты такая, хоба-на, вот сейчас я вам сделаю, например, вот на картонке отпечатаю рисунок. Вот давайте, понимаете, то есть вот это вот для меня это именно курс для стемпинга. А если мы говорим о том, что
И такой курс, на мой взгляд, не может стоить там ни 200, ни 300, там, и ни 500 рублей. Почему? Потому что преподаватель ведет, он пускай и онлайн, но он все-таки ведет ученика. Мало того, этот курс не может стоить дешево. Также почему? Потому что здесь уже, ну, скажем так, намного шире раскрыта тема. Человек показывает что-то новое, что-то, не знаю, того, чего, может быть, где-то что-то человек и видел, но где-то все-таки он подчеркнет для себя что-то новое. Мало того, это все будет собрано в одном месте, где в любое время ученик может открыть тот или иной урок и вспомнить, либо, скажем так, освежить, создать. Но если, но если говорить о том, что просто, да, отпечатать, то вот здесь вот выше девочки писали, что курс стемпинга – это, типа, ну, ерунда. Но, на мой взгляд, если грамотно и правильно составить курс, то курс по стемпингу может быть очень информативным и очень познавательным. Елена Мюнхен пишет, как курс УГУАР купили ради бумажки. Нашумевшая тема, да, действительно, Гуара Витисян, известный бьюти-блогер, она визажист, она выпустила курс, и сейчас на ютубе очень много видео по поводу того, насколько это курс провальный, но не мне судить, потому что я этот курс не покупала, а стоит он, извините, не 250 рублей, и не 1000 рублей, и даже не 5000 рублей, он стоит намного дороже, и вот сколько там, извините, не людей, которые были недовольны этим курсом, тем не менее, у меня тоже складывается впечатление, я думаю, что вот здесь вот я соглашусь с Еленой Мюнхен, то, что многие приобретали этот курс исключительно для того, чтобы в итоге получить вот эту вот бумажку о том, что они прошли курс у Гуара Витисян, потому что это известная все-таки личность, и в бьюти-индустрии она довольно знаменита. Ксюша, в общем, пишет, УГУАР, там сертификат. Ну, это, Ксюша, это, как вы лодку не назовете, в данном случае это все равно будет бумажка. А тут-то нет, и тут это тоже будет бумажка. Я высказываю, не поняла совсем. Свое мнение, это Ксюша пишет, а так для меня это не принципиально. Елена Мюнхен, мы еще его обживем. Обживем. Ну, конечно, надо подумать, надо. Это прямой эфир, девочки, и тут, как говорится, всего сразу не решишь. Ксюша пишет, yes, Елена Мюнхен пишет, все быстренько, поставили лайк. Спасибо большое, Леночка. Уже... Дальше. Катка красивая пишет, Лена, я всегда лайк ставлю, а потом для хороших людей лайков не жалко. Девочки, ну что, в общем, огромное за то, что поделились своим мнением. Спасибо большое, что рассказали свои истории, поделились своим опытом. Было очень интересно. И сейчас вот у меня куча идей, просто куча мыслей в голове. Все это нужно обдумать. Я, конечно же, также дальше буду думать по поводу, стоит ли мне записывать свой курс по стемпингу или также просто продолжать снимать видео на YouTube и каждый раз стараться отвечать на вопросы в директ, в Инстаграм. По поводу марафона мы обязательно с девочками подумаем. Я думаю, что тема небольшая. И если у вас есть какие-то идеи, конечно же, пишите под этим видео. Все равно это эфир сохранится. И посмотрим в итоге, что из этого может получиться. Тем не менее, огромное вам спасибо, что поддержали меня в прямом эфире. Я безумно рада вас видеть. Мне было очень приятно с вами пообщаться, очень интересно. Это всегда очень интересно. Вот сколько людей, столько и мнений, вы сами это видите, и это всегда очень здорово. Поэтому большое-большое спасибо. Кейтлин, Нелс, здравствуйте тоже. Рада вас видеть в прямом эфире. Мы, правда, тут уже заканчиваем. Тоже, девчонки, всем
огромное спасибо. Все, всех целую, обнимаю. Всего вам самого наилучшего. До свидания.